Всем привет! Давайте разберем, как исправить ошибку System Settings Exe, что системная ошибка и обнаруженное переполнение стекового буфера. Кроме того, ошибка может быть с процессом с исполняемым файлом System Settings, что исключение исключение программы, и ошибка может быть в Microsoft Visual C++, и инструкция обратилась по адресу, что память не может быть read. Все данные ошибки, связанные с System Settings Exe по исполняемым процессам. Значит, в первую очередь, что это за процесс и что он делает вообще Windows, является ли он вирусом или нет. Значит, в первую очередь, чтобы вы понимали, системные параметры, это отвечает за параметры. То есть вы открываете, когда параметры, включается процесс System Settings Exe и начинает работать. То есть если этот процесс не работает, вы, скорее всего, не откроете параметры и никуда не войдете, ничего не обновите. Ну, в некоторых случаях, может, через раз войдете и обновите. Тайминг-коды по способами под видео. Ссылка на текстовую инструкцию также в описании под видео, так как с сайта проще копировать команды, потому что некоторые команды в описании под видео не оставятся из-за символов. Значит, в первую очередь проверим, является ли он вирусом. Значит, открываем проводник, переходим по пути Windows Immersive Control Panel, нажимаем Enter. И здесь мы убеждаемся, что находится наш процесс System Settings Exe. Нажимаем правой кнопкой мыши, свойства. Для уверенности выбираем подробно, ищем авторское право корпорация Microsoft, но процесс вроде нормальный. Но связанные с ним процессы могут также вызывать сбой данного процесса. Поэтому рекомендую просканировать систему на вирусы антивирусным сканером Hitman Pro или Доктор Веб. Переходите на сайт или можете официально скачать через поиск, как вам удобно. Просканировали систему, ничего не обнаружили. Если обнаружили, то удалите. Значит, следующий момент – это обновите Windows 11 или 10 до последней версии. Перейдите в центр обновления Windows и нажмите «Проверить наличие обновлений». Если по каким-либо причинам вы не можете обновить через центр обновления Windows, на сайте есть ссылка, как обновить Windows через PowerShell консоль. Значит, если это не помогло, то восстановим поврежденные системные файлы. Для этого пишем в поиске, запускаем командную строку от имени администратора, пишем cmd, правой кнопкой мыши и запуск от имени администратора. В командную строку задаем следующие команды по порядку. Я не буду их вводить, так как команды занимают время, там минут 10-15. Так, это сколько получается? 3-5 команд вводим. Последняя команда, она восстанавливает поврежденные сектора на диске. То есть первые 4 команды восстанавливают поврежденные системные файлы и образ, а последняя восстанавливает битые сектора на диске, что тоже очень мало. То есть c/kdsk, c/f/r. Нажимаем Y. Ну, давайте я как-то введу, может, чтобы вам понятнее было, заново запущу еще одну командную строку. Последнюю команду введу, потому что там нужно будет нюансы. Вот я ввел, не удается, вот пишет найти, нажимаете Y, нажимаете «Да», и при следующей загрузке вам придется перезагрузить компьютер или ноутбук, и сразу начнется проверка. Вы ничего не делаете, ждете, пока ваш загрузится на рабочий стол. Значит, после этого всего, если ошибка связана с переполнением стекового буфера, нужно проверить и запустить службу развертывания AppX. То есть нажимаем Windows R, сочетание кнопок, пишем service.nsi, нажимаем ОК, чтобы войти в службы. А в службах ищем служба развертывания AppX. Она где-то тут пониже будет. Так. Вот, служба развертывания PPX, нажимаем 2 раза. Если она работает, нажимаем «Остановить».
Если она не работает, вот как вот сейчас, нажимаем «Запустить». Далее перезагружаем компьютер, нажимаем «Ок» и смотрим, устранена ли проблема. Если проблема не устранена, то перерегистрируем само приложение параметры. Если вы не знали, то параметры это как бы является приложением. Для этого запускаем PowerShell от имени администратора, пишем на панели задач в поиске PowerShell, правой кнопкой мыши, запуск от имени администратора. И, значит, в строку PowerShell задаем следующие две команды для регистрации, отмены регистрации и все остальное. То есть сдаем get apt-get, Windows Immersive панель, нажимаем Enter и задаем следующую команду, которую перерегистрируем. Нажимаем Enter, ждем, смотрим, устранена ли проблема или нет. Я думаю, на этом этапе проблема должна быть устранена. Если проблема не устранена, попробуйте создать нового пользователя. Так как, допустим, к примеру, у вас параметры не работают, чтобы создать пользователя, запускаем командную строку от имени администратора, и здесь пишем NetUser. Так, ну давайте я напишу, мне не нужен пользователь, ну ладно уже. NetUser я просто покажу и пишем имя здесь какое-нибудь, там имя Иван, к примеру, и пароль, если нужен, пароль 1, 1, 1, 1, и слэш, и добавить. В общем, таким образом нажимаем Enter, создается пользователь Иван, можно без пароля просто добавить пользователя, он создастся, я не буду создавать пользователя. Далее этого пользователя нужно сделать администратором. То есть мы пишем администраторы, а здесь имя Иван, которое мы писали. Иван. То есть мы данного пользователя первой командой создали, а второй командой мы даем ему права администратора. Далее заходим под тем пользователем, то есть нажимаем выход и перейти здесь другого пользователя. Переходим, смотрим, устранена ли проблема, можно ли вообще войти под другим пользователем. Если проблема не устранена и Windows работала пару дней назад нормально, можно откатить систему назад при помощи точки восстановления. Нажимаем сочетание кнопок Windows R на клавиатуре, пишем restore, пишем restore.exe, можно без exe, нажимаем ОК. Далее мы выбрать другую точку восстановления, нажимаем, выбираем ту дату, когда Windows работала нормально, без ошибки, когда System Settings не выдавала никаких либо ошибок. Значит, такими вот образами можно было исправить данную проблему. Подписывайтесь на канал. Всем пока.